Hello, hello. Hello, Cash. How are you? I'm good. How are you? Awesome, awesome. What's happening? Everything is good. Great. How are you? What's new? We want some news. We want some good news. You sound like me, bro. Good news. I have some good news to share on the call. Well, I'll just let you wait a little bit. All right. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. Have you done recognition already, Kaz? Have you done all the rank advancement recognition? Marketing directors, senior marketing directors. On the last webinar, yes. I didn't go name by name, but I did show the list, and I acknowledged how many of which rank we had. So. Okay. How about if we acknowledge name by name for CIS countries, please? Let's go ahead and start with that. Yeah. Let's do it. Let's do it. Okay. Так, уважаемые партнеры, наш сегодняшний вебинар начинается. Как господин Хатчинсон приветствует вас всех. Он мне только что сказал, что у него есть какие-то хорошие новости для нас. Но для начала давайте в первую очередь я выведу на экран, значит, свой личный кабинет, и мы зачитаем новые ранги за прошлый месяц, за июнь месяц. Сейчас, секундочку. Сейчас мы сделаем вот так. Хопа. Так, Incruises. Поставьте плюсики, когда вы увидите мой экран со списком наших партнеров. Поставьте плюсики. О, супер, отлично. Вау, интернет сегодня прям удивляет. Хорошо. Итак, значит, в прошлом месяце у нас, кстати, данный список публикуется 7 числа каждого месяца в вашем бэк-офисе. Сейчас по мере восстановления, значит, круизной индустрии, сейчас вы будете видеть очень большое количество новых партнеров, новых директоров в этом списке. Поэтому каждое 7 число не забываем заходить в свой бэк-офис и смотреть этот список и делиться этим списком со своей командой. Значит, данный список у нас вышел 7 июля. Это новые директора, не те, которые подтвердили свой ранг, да, а именно новые директора, которые получили свой ранг в июне месяце. Так, значит, давайте сначала я пройдусь по общим цифрам. Это у нас в этом месяце у нас много маркетинг-директоров, сеньор-маркетинг-директоров, региональные директора и национальные директора. 4 ранга. Значит, маркетинг-директора у нас 100 маркетинг-директоров. Вот мы в начале списка мы видим, что у нас много маркетинг-директоров в Аргентине. Спускаемся. Аргентина прям бьет все рекорды. Маркетинг-директора у нас в Австралии есть, Белоруссия. Один маркетинг-директор в Белоруссии, Татьяна Коврихина. 2 маркетинг-директора в Чили, в Колумбии, Эквадор. Елена Кахьяни в Грузии. Значит, 2 маркетинг-директора в Германии, Валентина Херт и Валентина Шуль. 3 маркетинг-директора в Японии. 1 маркетинг-директор в Казахстане, Мирует Дженисбек. Очень много маркетинг-директоров в Корее. Корея очень активно развивается. Значит, 3 маркетинг-директора в Кыргызстане. Ермек Алыкулов, Замира Жамакеева и Эльвира Жаманкулова. Далее у нас 1 маркетинг-директор в Латвии, Диана Милискевица. Да, 2 маркетинг-директора в Мексике, Наталья Копенкова в Молдове, 3 маркетинг-директора значит, в Монголии. Да, коллеги, у меня просьба к вам, пожалуйста, когда вы значит, регистрируетесь, пожалуйста, полностью вписывайте свое имя и фамилию, чтобы вот так вот, когда мы поздравляем вас, чтобы можно было видеть вашу фотографию, обязательно загружайте свою фотографию и полностью свое имя, да, чтобы мы могли зачитать вот так вот в прямом эфире и
поздравить. Значит, маркетинг-директора в Перу, в Польше у нас 2 маркетинг-директора, в Португалии, в Пуэрто-Рико, в России, значит, Мира Бардуева, Лиана Габдрахманова, Анна Илюхина, Ольга Куликова, Татьяна Литвин, Галина Майорова, Елена, Елене нужно, Елена уже в круизе, Елена в круизе, так и написано, Валентина Шавелева. Далее у нас идут маркетинг-директора в Испании. Вот у нас Аргентина, Испания, много очень этих новых директоров. Так, Украина. Также много директоров у нас, маркетинг-директоров в Украине. Сергей Бахниюк, Елена Клеймонова, Людмила Миколайчук, Геннадий Петрусевич, Наталья Петрученко, Алла Старыш, Людмила Стельмах и Людмила Ермоленко. Далее у нас 2, значит, маркетинг-директоров в Соединенных Штатах. У нас, значит, 2 директора в Венесуэле. Далее пошли сеньор-маркетинг-директора. Как вы видите, Аргентина, Бельгия, Япония, Корея, Перу, Пуэрто-Рико, Испания, Пуэрто-Рико, да. На русскоговорящем пространстве, к сожалению, сеньор-маркетинг-директоров не было в прошлом месяце. Далее у нас 3 маркетинг-директора, 3 региональных директора, значит, 2 в Пуэрто-Рико, 1 в Испании, и 3 национальных директора, 2 в Аргентине и 1 национальный директор в Японии. Вот такой у нас список. Итого 120 человек, 100 маркетинг-директоров, 16 сеньор-маркетинг-директоров, 3 региональных и 3 национальных директора. Вот такой у нас большой список. Конечно, список чуть меньше, чем обычно, но тем не менее это хороший результат. Тот факт, что у нас региональные и национальные директора появились в прошлом месяце, это очень, очень классный, хороший показатель. Okay, we're done. Let's go back. Bravo, bravo, отлично. Super, круто, круто. Great job. Okay, please tell the team it's nice to see you. I appreciate your being here. It means a lot for me, for you to show up to these meetings on your own. Nobody requires you to come to these meetings, and so I say thank you. Thank you very much. Да, итак, господин Хатчинсон всех приветствует, говорит вам очень большое спасибо за то, что вы посещаете эти мероприятия. Вас как никто не заставляет, но вы по собственному желанию всегда приходите на эти мероприятия, поэтому вам большое за это спасибо. Okay, I have a question for the team, please, Kaz. I would like them to ask, what does this sentence mean? If I said to you that leadership is voluntary, what does that mean to you? First of all, do you understand what I said? No, hold on. Don't show this. Don't show it yet. Don't show it yet. Yeah. But just ask them, what do the words leadership is voluntary? What does it mean to them, please? First of all, do they agree that leadership is voluntary? And what does it mean to them, please? Thank you. Коллеги, вопрос. Прежде чем мы начнем презентацию, Майкл хочет задать вам вопрос по поводу лидерства. Лидерство, что это значит для вас? И второй вопрос. Лидерство, что значит для вас фраза лидерство? Это добровольно. Вот что для вас означают это предложение? Лидерство – это лидерство добровольное. Responsibility, leadership as a service. Leadership is a result. Mm-hmm. But is leadership voluntary? Yes or no? Да or нет? Yes or no? Вопрос вам, да или нет. Вы можете поставить либо да, либо окей, да. Добровольное лидерство.
Is leadership voluntary or is it mandatory? Или добровольное, или обязательное. Yeah. Okay, I have another question. Just because you're in a position of authority, just because you're in a position of authority, does that make you a leader? Да or нет? Yes or no? Вопрос такой, когда, если у человека есть власть, приходит ли власть с лидерством? То есть все ли люди, которые находятся у власти, являются лидерами? Вопрос такой. Yes, no, yes. You probably know how to read Russian by now, right? Yes, I can read them all. Yeah. Right. Yeah. It's interesting. Okay. Well, here's my position, Kaz. My position is that leadership is absolutely voluntary. You have to volunteer to be a leader. You have to step up to be a leader. And just because you're in a position of authority does not make you a leader. It does not. You have to earn people's trust. Да, итак, лидерство. То, что вы видите на экране, это мнение Майкла Хатчинсона, и его мнение заключается в том, что лидерство – это добровольное действие, да, то есть невозможно заставить человека стать лидером. То есть и в том числе больше власти не делает из вас лучшего лидера. И отношения, конечно же, у настоящего лидера отношения выстраиваются на доверии. Go ahead, sir. Okay, so next slide. So now, yeah. Okay, hold on. I lost you there for a second. Okay. I lost you. Hold on. Where'd you go? Can you see me? Yeah, no. Okay, go back. Okay, so again, having more authority doesn't make you a better leader. Again, because you are a marketing director, senior marketing director, you may have more authority, but it doesn't make you a better leader. Anybody can volunteer to be a leader. Anybody can be a leader. This is my position. Да, итак, еще раз, значит, господин Хатчинсон хочет повториться, что больше власти не делает вас лучшим лидером, даже если вы уже имеете ранг маркетинг-директора, либо сеньор-маркетинг-директора, это не делает из вас лидера лучше, чем вы были. То есть власть не приходит, лидерство не приходит с властью. Человек должен сделать осознанный выбор стать лидером. Go ahead, sir. Yeah. So and don't show the next slide. But let me ask you a question. What are the qualities that would make you a better leader? We've already agreed that having more authority does not make you a better leader. But what are the qualities? What are the characteristics that would make you a better leader, please? Да, и еще один вопрос от Майкла. Качества. Пожалуйста, пишите прямо в чате. Какие качества, значит, должны быть у настоящего лидера? Мы уже разобрались, что власть не делает человека лидером, однако какие профессиональные либо человеческие качества должны присущи лидерам? Okay, so start to just read off what would make you a better leader. Please start to read the answers, please, Kaz, for me so I can hear them. Okay, vision, yes. responsibility, honesty. Yes. Honesty, strong and be example. Let's see, доброта, как у нас доброта на английском? Так, smart, honesty, competency, punctuality. Let's see,
achieving goals, Yep. kindness, вот kindness не подсказывает, да, Yeah, being an kindness, example. I love that. delegating, honesty, responsibility, see, effective знание, you have to know what you're doing, ambition, Yeah, spirituality, very nice. charisma, honesty, love of people, careness, trust. Yeah. Yeah. This Okay, is it. beautiful. All right. So go to the next slide. I agree with all your answers. All fabulous answers. Here's what I think. I think, and you guys talked about it. Leadership starts with what? Showing up and performing consistently. Kaz, one of the things that I most appreciate about you is I always know what I'm going to get. I'm always going to get a smile. I'm always going to get a can-do attitude. I'm always going to get professionalism. I'm always going to give a great attitude. You are consistent every time I'm with you. Our leaders on this call showed up. No, you didn't have to be on this call. It was a volunteer. You volunteered to show up for today's call. That's being an example. And I have to tell you, I'm super proud of the 900 leaders that are on the call, but where are the rest of our leaders? We usually have 1,500, 2,000 people trying to get on these calls. You guys showed up. You guys are the leader. I'm proud of you. Да, итак, господин Хатчинсон хочет вас поблагодарить еще раз за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар, посетили сегодняшний вебинар. У нас на звонке сейчас почти 1000 человек. Конечно же, не 1500, как обычно, поэтому Майкл от всего сердца вас благодарит. Вы проявили настоящее лидерство, и лидерство заключается как раз-таки в том, чтобы вот так вот быть примером для других, для своей команды, для других людей, и каждый день делать какие-то действия. То есть, как правило, от лидеров люди знают, чего ожидать от лидеров, потому что они постоянны в своих действиях. Go ahead, sir. Yeah. For me, a leader is showing up when you don't feel like doing so. When you don't want to do something, but you still show up. Let me ask you a question. What if you went to the doctors and the doctor did not show up? What if your mother or father had to have surgery and the surgeon did not show up? Showing up is the first way to being a leader. You have to just show up. You have to keep your promises. You have to do what you say. Да, и то, что вы сегодня, значит, посетили этот вебинар, это это говорит о многом, потому что настоящий лидер, он делает, он находится там, где нужно находиться, и даже если нет желания. Вот представьте, что врач или хирург не придет на какую-то операцию, да, то есть он просто не появится, вдруг кому-то из ваших родственников, близких понадобится операция, не дай бог, и хирург просто не появится, потому что ему не хочется. Вот поэтому настоящий лидер должен появляться, даже если он не хочет делать что-то, даже если он не хочет этого делать. Go ahead, sir. Okay, I want to ask you a question. I get asked this question a lot. Michael, leaders say to me, Michael, what am I looking for? Who am I looking for? Who is an ideal partner? Who is an ideal partner member? How would you respond to that question if somebody asked you and you were the CEO? How would you respond? So you're the CEO of your business. Who is the ideal prospect, the ideal partner member for your business? How would you respond if you were in my shoes? What would you say? Да, this is the question for our partners, right? That's right, Okay. yes. Да, итак, коллеги, еще один вопрос, пожалуйста, значит, можете писать прямо в чате. Представьте, что вы являетесь генеральным директором, президентом компании Incruises, и вам задают этот вопрос.
как выглядит идеальный партнер, член-партнер клуба? Опишите его, охарактеризуйте его в чате, как, по вашему мнению, этот человек выглядит, какие он имеет качества? Yeah, I like this answer. Dimitri wrote, she'll be a leader. Yeah, that's right. But what else, guys? Who is the ideal prospect to be a partner member? Someone who reflects my own qualities, traits of character. Who wrote that? That's my vision, Svetlana. Beautiful. That's exactly right, Svetlana. Which is the next slide. When I'm asked this question, I answer it exactly the way that Svetlana. I say, we're looking for people just like you. People that are smart, people that are hungry, people that want to have fun, people that want to travel, see the world, who want a better life. I'll let you translate that. I'll say a few more things. Да, итак, правильные ответы, значит, Светлана написала, Майкл абсолютно согласен с вами. Значит, да, это все эти качества, которые вы писали, это как раз-таки те люди, которых мы ищем, это ответственные, активные люди, которые любят путешествовать, честные, трудолюбивые и тому подобное. Yeah. Go ahead, sir. When we started the business almost 5 years ago, I said to Frank, can you believe it? 24 million people are going on a cruise this year. This business is going to be so easy. 24 million people, and we give them the best opportunity to sail at a price that nobody else has. This is going to be in English, we say a piece of cake. Mm-hmm. Well, guess what? We ended up attracting more people that have never been on a cruise. The people that were already frequent cruisers, they already had their relationship with their travel agent. They already had the relationship with the cruise line. They didn't want to do anything different. They wanted to keep doing what they've always done. And so the ideal partner member is somebody that's never been on a cruise before, somebody that could not afford to go on a cruise, somebody that didn't have the time or the money. That's who we're looking for. Да, итак, когда Майкл с Франком обсуждали эту самую идею инкрузус, то 5 лет назад, значит, Майкл говорил Франку, что Франк, смотри, 24 миллиона человек отправились в этом году в путешествие. Посмотри, какой у нас огромный рынок. Я думаю, что мы будем развиваться очень легко и просто. Но, однако, Майкл даже не подозревал, что на самом деле есть очень большая ниша, и эта большая ниша именно в других людях, в тех людях, которые никогда не были в путешествии, люди, у которых не было возможности раньше, не было финансовой возможности отправиться в путешествие. Это было, конечно, удивительно для Майкла. Go ahead, sir. And so when you invite people to take a look at the membership, what are the reasons they tell you no? What are their fears? What are their concerns? When you invite them in and say, will you be a part of us? Why do they tell you no? What are the biggest reasons, please? I'd like to learn. I'd like to understand this. Because here's what I know. Ever since that first cruise that we went on in July 2016, Kaz, every single member has saved money, 100%. Everybody has saved money. Nobody has lost money within cruises. And so I'm trying to understand, when you invite people in and they tell you no, why do they tell you no? You understand my question, sir? Yes, sir. Okay. Да, итак, когда в 2016 году, в июле 2016 года, наши члены клуба отправились впервые в круиз, и с тех пор, в течение всего этого времени, наши члены клуба экономили. 100% этих людей экономили, кто-то больше, кто-то меньше, но 100% экономили деньги. И поэтому у Майкла возникает вопрос, он хочет услышать от вас, получить от вас фидбэк. Когда вы рассказываете потенциальным клиентам о возможностях инкруза, именно членам клуба, да, вы говорите, что 100% наших членов клуба путешествуют и экономят.
какие причины есть, почему говорят нет? Майкл хочет именно услышать эти самые причины, по которым люди отказываются и говорят нет этой возможности. Какие у них есть страхи, какие у них есть беспокойства. То есть мы хотим получить от вас именно этот фидбэк. Yeah. They don't believe in anything good. They don't have money. They have such a personality. They're saying it's a pyramid. $100 is too much. Not now, maybe later. It's expensive. Borders are closed. This is not the right time. They don't have money. Let me finish up with my loan and then I will join. Okay. I cannot do it. Some people just say I cannot do it. I don't want to go just on the cruise. I don't want to be tied up to a cruise. Pyramid, borders are closed. Got it. Okay, good. Yeah. Okay. Well, here's the thing. We have a partner. He has a cruise travel agency, and he sent this note out to all his customers. And follow the English of what he says. If you are going to go on vacation in the future, so in other words, if you believe that cruise lines will become operational and you are not a member within cruises, you are losing money. It's interesting. And this is from an agent, right? A travel agent? Cruise travel agent. He owns a cruise travel agency. He's the owner. Okay. Итак, у Майкла есть знакомый, который владеет агентством, именно агентство, которое специализируется на круизных путешествиях, и он говорит своим клиентам такую фразу: если вы не являетесь членом клуба, но планируете путешествовать в будущем, то вы теряете деньги. Вот такую вот фразу он сказал, которая понравилась Майклу. Go ahead, sir. Okay. So the Expedition Club, I'm not sure who this is, Brigina, Lubov Brigina in St. Petersburg. You're right. So you know what it is? It's the next slide, Kaz. It's people's fears. And I think it's important to ask people, what are their fears? And that's why I'm asking you this question. I say in English, in order to heal, you must feel. And so let me ask you a question. Again, I told you, the majority of the people joining our club are people that have never been on a cruise vacation. Never. First time. So my question is, when was the last time you did something for the first time in your life, personally or professionally? And Kaz, I'd like for you to think about that question yourself, sir. When was the last time you did something for the first time? And please ask the team. Да, коллеги, вопрос ко всем, ко мне в том числе, по поводу страхов. То есть Майкл говорит о том, что прежде чем работать со своими страхами, их нужно в первую очередь распознать. И поэтому Майкл задает вам вопрос: когда вы делали последний раз что-то в первый раз в жизни? Что вы делали? Прям можете писать в чате. Что вы делали в последнее время первый раз в жизни, которое, возможно, у вас вызывало какие-то страхи? So, Kaz, would you like to know what I did for the first time? Yeah. Recently? Recently, this past weekend. Go ahead. I think you've done everything. I told you 2 weekends ago, I went, spear fishing. I had this shark swim up on my foot. It scared me that it came out of nowhere. It was a harmless shark, but a shark nevertheless, a big shark, 10-foot shark. I went horseback riding. And when I went horseback riding, I've done horseback where you do a trail ride, where you just walk, where the horse just goes very slow. On this trail ride, as soon as we got into the open field, the guy said, go, and the horses just took off. And Kaz, I'm wearing a baseball hat. My baseball hat falls off. I'm grabbing the reins,
and then I start to grab the saddle, and I start going, whoa, whoa, whoa. And the horse must have thought I was saying, go, go, go. Wow. The horse started going even faster, Kaz. And I'll show you a picture, but please translate. Please translate. Was that one of your fears before? I've never galloped on a horse before. Oh, okay. Never galloped. Да, итак, даже учитывая тот факт, что Майкл имеет огромный опыт, мне казалось, что у него нет страхов, и он уже сделал все в этой жизни, почти все, да. Но он рассказывает, что буквально недавно он, значит, поехал кататься верхом на лошадях, и это было у него впервые. И сначала, конечно же, они шли по дорожке, и рядом с ним он сидел верхом на лошади, рядом с ним шел человек, который держал эту самую лошадь. И как только они вышли на открытое пространство, лошадь рванулась вперед, и Майкл сидел на этой лошади, держался за седло изо всех сил. Кепка, которая была у него на голове, эта кепка у него слетела, и он держался, и ему, конечно же, где-то было страшно, с другой стороны, его переполняли эмоции, и он от этих эмоций, он говорил, ну, как по-английски, оу, а лошадь, которая была слышать слово go, ей послышалось слово go, и поэтому она помчалась еще быстрее. Вот, и поэтому вот Майкл рассказывает про то, что он попробовал это впервые и получил от этого уйму положительных, получил удовольствие, уйму положительных эмоций. Вот вы сейчас на экране видите фотографию, где Майкл сидит верхом на красивой лошади. Такая вот wow и go. Лошадь ошиблась. Yeah, this is my son Patrick, and this is his girlfriend. And again, we rode the horses along the beach. And then we went in the trail. They just took off. They just started galloping. So I loved it, but it's the first time I've ever done it in my life. And so that's the point, is that you have to understand that the majority of people that we're attracting to our club have never done cruising before. Never been on a luxury cruise vacation before in cruises. But once you do something for the first time, you open yourself up to other possibilities. That's what you have to think about with our team. Да, и вот Майкл показал картинку, значит, фотографию, где он, рядом с ним его сын со своей девушкой, наверное, будущая невестка, да, раз они уже вместе катаются на лошадях. И, значит, смысл таков, что Майкл говорит, если ваши потенциальные партнеры боятся, никогда не были в путешествиях, и у них есть какой-то страх, то задайте им тот же самый вопрос. Спросите у него, когда он делал что-то в последний раз впервые. И смысл таков, что никогда не попробовав что-то новое, вы никогда не откроете для себя новые возможности. They do like the story, sir, but they're saying, be careful, be careful with such things. They need you. Yeah. Okay. Thank you. Okay, but I do have a question for the team. What are the risks of being a member within cruises? What are the risks? Think about that. What are the risks of being a member? How would you answer this question? Теперь следующий вопрос от Майкла. Какие риски членства в клубе? Вот представьте, что вы являетесь потенциальным клиентом, и как вы считаете, какие риски в членства в клубе in cruises? Yeah. What are the risks? Risk of being happy. People are saying they're not afraid of anything these days. They just want to stay healthy. Yeah, I get it. Yeah, the biggest risk is to go on a cruise. That's it. Okay, yeah, that is the biggest risk. The risk is that you have to go on vacation. You have to get yourself to the port. If you are in Astana or Almaty, you've got to get yourself to the port.
If you're in Kiev, you've got to get yourself to the port. If you're in Sochi, you have to get yourself to the port. That's the risk. Yeah, you have to travel. You have to pay gratuities. That's the risk. That's important. But I think it's also important for people to understand this following slide. What does this following slide says? This following slide says that as a member, somebody's not going to come behind you, and you can't replace your membership. You can't replace it. You can't find your membership cheaper elsewhere. No cruise line, no travel agency, no company, no Amazon. Nobody can undercut what you have. Nobody can. That's important. Да, и правильно ответил один из, значит, участников. Самый большой риск – это то, что вы отправитесь в путешествие. Конечно же, до круизного лайнера, до порта нужно добраться из вашего города, будучи в Астане, в Киеве, в Москве, либо в каком-то другом городе. Но вы отправитесь в путешествие. И, значит, членство в Incruises, оно незаменимо. То есть никто никогда не сможет предложить цены дешевле, чем в Incruises. Ни агент, ни Amazon, ни какой-то другой сайт по продаже круизов, никто не сможет сделать, значит, путешествие на круизном лайнере дешевле, чем это делает компания Incruises. Yeah. We, the company, have the majority of the risk. Frank and I are responsible for making sure that approximately 50 employees get paid on time. Frank and I have a majority of the risk. Trust My Travel has the risk. Barclays Bank has the risk. Is there a risk that all the cruise lines are going to go out of business? There is that risk. Is it likely? Very unlikely. And so again, your risk is diversified. Again, yes, there's risk, but you really don't have a whole lot of risk. I believe that there will be a vaccine. I believe that the smartest people will create a health solution. But you have to think about these things. All right? Go ahead, Kaz. Да, итак, ваши риски, будучи членом клуба Incruises, ваши риски диверсифицированы. Каким образом они диверсифицированы? Дело в том, что большая часть ответственности лежит именно на компании Incruises, потому что Майкл, Франк, на них лежит большая ответственность по выплате заработных плат. Они содержат большой штат сотрудников, это около 50 человек. Также платежи наших членов клуба застрахованы Trust My Travel. Часть рисков приходится именно на компанию Trust My Travel, на банк Barclays. То есть, конечно же, риски есть. Они есть всегда, везде, в любом бизнесе, в любой ситуации. Однако в этом случае риски диверсифицированы. Часть ложится на компанию, большая часть на компанию, большая часть на Trust My Travel и небольшая часть ложится, конечно же, на члена клуба. That's right. И тут опять же нужно понимать, нужно адекватно оценивать свои риски. Вот как вы видите, второй снизу пункт. Существует ли риск того, что 15 самых крупных круизных компаний выйдут из бизнеса? Ну, этот риск практически сведен к нулю, чтобы 15 круизных компаний, которые существуют уже не один десяток лет, которые прошли через множество кризисов за это время, чтобы они банкротились, ну, это практически нереально. Right, sir? Yeah. And if you're a partner, what is your risk? If you're a partner, what is your risk? Well, I'll tell you, you don't have much risk. You don't have 50 employees the way that Frank and I do. You don't have any physical inventory. You do not have to sell an individual cruise like a cruise travel agent. You don't have to do any of that. The risk that your members have is that they have to go on vacation. We talked about that. And right now they have to wait. The risk is your members get to go on vacation later than expected. Now watch my words in English, Cats. Oh, this is terrible. I have to go on vacation later than what I wanted, or I get to go on vacation. Well, what if I said, oh, I've got to talk to our Russian team.
No, I get to talk to our Russian team. I get to talk to Kaz. I get to see our leaders. I get to interact. It's a privilege that I have. It's an honor that I have. That's the way I look at it. I don't look at it that I have to. I look at it that I get to. I get to be a leader. That's the way I look at it. And that's the way I want you to look at it. I want you to be realistic about the risk. As a partner, you don't have the risk that we do. Trust My Travel eliminated your risk. And again, you do not have to sell an individual cruise. That's not the way you make your money. I want you to be smart in thinking about this. Да, теперь мы переходим от рисков, которые могут испытывать, и страхи, которые могут испытывать члены клуба, к партнерам. Какие риски у нас на сегодняшний день у партнера? Ну, конечно, риски минимальные для тех, кто сталкивался с традиционным бизнесом, он понимает. У вас нет никакого физического товара. То есть у вас нет товара на складах, у вас нет риска того, что этот товар залежится и так далее. Вы не имеете сотрудников, как Майкл и Франк, которые имеют сотрудников в количестве 50 человек, которым нужно платить зарплату. У вас нет этого обязательства. Единственный риск, который есть, это что ваши члены клуба в вашей команде отправятся в путешествие чуть позже. И тут Майкл хочет сравнить две фразы. Значит, это ужасно, я вынужден отправиться в круиз позже. Горе, и все пропало, в общем, да. Или можно сказать, что в этот раз получится отправиться в путешествие, но позже, отправиться в круиз, но позже. То есть всегда нужно выбирать эмоции, нужно выбирать слова и фразы. Поэтому из любой ситуации можно, просто сказав это по-другому, сделать так, чтобы был положительный оттенок. Поэтому вот такие вот практически у наших партнеров практически нет рисков. Все риски лежат на компании, и большинство риски лежат на компании Trust My Travel. Go ahead, sir. All right. My next question is, who are your mentors? Kaz, who are your mentors? I have my mentors, but who are your mentors? Who do you look up to? Who are the leaders that you would most like to be like? I'm asking you that question, Kaz, and I'd like you to ask that question to our leaders, please. Who are your mentors? Итак, следующий вопрос, который хочет задать вам Майкл. Кто ваши наставники, кто лидеры, кто те люди, на которых вы смотрите и хотите быть на них похожи? Вот прям напишите, кто эти лидеры. I have a few, and one of them is you. Okay. My dad is my mentor, so yeah, and some people I've never met, but they're from the books. Yeah. Okay. So that's exactly what I'm talking about on this next slide. Is that like you? My father is my mentor. I have lots of business mentors. I have spiritual mentors. I have physical exercise mentors. And those that I don't know through books, I know them through books. I study, I read about them. I think about what would they do? If I make an important decision, I say, what would my father do? You know, what would this leader do? And so I really appreciate your answer, because that's exactly the way that I do it, Kaz. I have lots of mentors, many I've never met. I've met them in books. I've met them on YouTube videos, but I just simply ask one or two questions. Is what I'm doing now what my mentor would want me to be doing? And if the answer is yes, I do more of it. And then I also ask, is what I'm doing now what my mentor would not want me to be doing? I don't do it. And I say the same thing for our team. Is what I'm doing now what I would want my team to be doing? And if so, do more of that. And if you ask, is what I'm doing now what I don't want my team to be doing? You don't do that. You be that example. That's great, Kaz. Thank you. Thank you, sir. Итак, Майкл, для чего Майкл задал вам этот вопрос? Очень важно иметь наставников. Майкл имеет несколько наставников, людей, у которых он питается энергией, получает новые знания, на которых он хочет быть
похожим. Это, конечно же, в первую очередь его отец, это какие-то бизнес-коучи, бизнес-тренеры, его коллеги. Это люди, с которыми он никогда не был знаком, однако он знаком с ними, лично, вернее, да, но однако он знаком с этими людьми через книги. Это люди абсолютно в разных сферах, и поэтому он хочет задает вам этот вопрос, чтобы вы понимали для себя, да, на кого вы хотите быть похожим, кто ваш наставник. И всегда, когда вы предпринимаете какие-то действия, всегда Майкл хочет, чтобы вы всегда задавались вопросом, что бы сделал этот человек, что бы сделал этот самый наставник, одобрил ли бы наставник то, что я делаю сейчас. Поэтому задавайте себе эти вопросы, допустим, как повел бы себя мой наставник, допустим, мой отец, или там Майкл, или ваш вышестоящий спонсор, ваш лидер, как бы он повел себя в этой ситуации. Задавайте себе вопрос. Чем больше вы задаете себе вопросов, тем лучше. Go ahead, sir. Okay. All right. Last question. I've been really happy because I've got to ask you guys lots of questions. You guys always ask me questions, but on this call, I get to ask you guys lots of questions. So here's my last question. It's 10 days to the end of the month. What are you going to do to make sure that your business grows? Somebody asked me, Michael, what would you do? I'm asking you, Michael, what would you do 10 days to the end of the month? And here's what my answer was. Thank you for asking. Here's what I know. I would try and register as many people as possible and let them know that there's no risk to registering at my referral link. There's no risk. I would like for you to consider my business. I'd like you to take a look at it. I'd like to discuss it with you. You have no risk. You have to simply put your name, your email, and I want you to take a class. This is what I suggested. I suggested register as many people as possible to take a free course. Go to your back office. We have 11 courses, and take one course. And the only thing that I would ask you to tell me is, what did you enjoy? What did you like? Did you find it valuable? Da or niet? Yes or no? That's it. And I said, that's what I would do, because I know, Kaz, I know that if I got 10 people to register at my referral link website, that 3 of them would sign up to be a partner and 5 of them would sign up to be a member. If I got 100 people, 30 of them would sign up to be a partner and 50 of them would sign up to be a member. We know the numbers. We know the statistics. So I said, that's what I would do. Please translate, sir. Да, итак, этот вопрос задают Майклу очень часто, и он хочет задать его вам. Ему вообще сегодня нравится сегодняшний формат вебинара, когда у него есть возможность задать вам вопросы, потому что чаще задают вопросы Майклу. Вот. И вопрос таков: что бы вы сделали, что нужно сделать сейчас за 10 дней до конца месяца для роста моей команды, для роста компании, моего товарооборота. И Майкл хочет, чтобы вы сделали следующее. Хочет, чтобы вы зарегистрировали как можно больше человек. То есть просто, чтобы люди зарегистрировались на сайте Incruises без приобретения членства либо партнерства. Просто зарегистрировать как можно больше человек. Почему? Дело в том, что просто внеся свое имя и свой электронный адрес, человеку предоставляется возможность взглянуть, во-первых, взглянуть на наш кабинет, и самое главное, нужно попросить человека, чтобы он прошел курсы. Те курсы, которые находятся в вашем бэк-офисе, они доступны членам, вернее, не членам клуба, они доступны при регистрации. Пройдя регистрацию, человек получает доступ к этим 11 курсам. Как вы помните, у нас было всего лишь 6 курсов, да, и буквально недавно Майкл добавил еще. И пройдя эти курсы, задайте человеку следующий вопрос: понравилось ли ему это? То есть просто вопрос, да или нет.
Вот. И у нас статистика показывает следующие цифры. После регистрации, допустим, 10 человек зарегистрировались на нашем сайте, из этих 10 человек 3 становятся партнерами. Либо из 10 человек 5 становятся членами клуба. Вот такая вот у нас конверсия. Поэтому чем больше вы зарегистрируете, значит, отправляю свою реферальную ссылку, чем больше человек вы зарегистрируете, тем больше человек завтра станет партнерами либо членом клуба. 3 из 10 партнеров, либо 30 из 100. То есть чем больше регистраций, тем лучше. Go ahead, sir. So here's my question again for everybody on the call. How many courses have you taken from your back office, please? There are 11. How are you doing, Kaz? Share your screen. Hold on a second. There are 11 Okay. courses in the back office, and I continue to add new ones. This is what I've been working on. This is why our team hasn't seen me, is I've been working on these classes. But there's 11 of them. Okay, Katrina has taken 11. Fantastic. A ghoul, 9. Beautiful. I love this approach and absolutely do the same. Да, итак, уважаемые партнеры, пожалуйста, ответьте на вопрос Майкла, сколько курсов вы прошли. В нашем бэк-офисе у вас, значит, у вас 11 курсов, и, пожалуйста, напишите цифру, сколько из этих 11 курсов вы прошли. Yeah, I've done almost, except the last one. Okay. That was I added appreciate just the recently. Yep. I appreciate the honesty. Some have done 7, some have done 6. But listen, this is what I would do. This would be my strategy. Somebody asked me what I would do, and I said, here's how we grow the business. I would not sleep. I would not sleep until I got 10 people to register. This is who I am. This is my personality. Until I got 10 people to register, I would work day and night. I would outwork everybody on this team because I know the numbers. And I would just give them an offer they could not refuse. I would just say, just take one of the classes. There's 11 to choose from. These happen to be my favorite. Tell them whatever your favorite is. When I go to a restaurant, I like the wait staff to tell me, this is my favorite, Mr. Hutcherson. I would try this. I wouldn't try that. There's 11 of them. Take the class. The only thing that I ask you is to tell me your feedback. What did you find valuable? What did you learn? And by the way, when you're back there, let me show you the cruise line booking engine that we have. Let me show you the inventory of cruises that we have. There's zero risk, no downside to somebody just checking it out. Да, итак, Майкл хочет, чтобы вы зарегистрировали как минимум 10 человек до конца месяца, просто зарегистрировали на сайте, попросили их пройти эти самые курсы. Майкл такой человек, оказавшись на вашем месте, он бы не спал, наверное, день и ночь, если перед ним вот такой вот челлендж, вот такой вызов стоял, то он бы не спал день и ночь, чтобы зарегистрировать эти 10 человек. Почему? Потому что он знает конверсию, он понимает, что если он зарегистрирует 10 человек, то 3 из них станут партнерами и 5 из них станут членами клуба. То есть обязательно рекомендуйте это сделать, обязательно спрашивайте, интересуйтесь у ваших клиентов, что им больше всего понравилось. Говорите им, какие из этих курсов нравятся вам больше всего. То есть ведите, значит, беседу с человеком и получайте от него обязательно обратную связь, потому что эта обратная связь, она будет полезна для вас в том числе. И после прохождения этих курсов поделитесь с человеком информацией, покажите ему, как работает наша система, покажите ему, какие у нас есть возможности по бронированию круизов. То есть эта вся информация, она доступна для, значит, людей, которые зарегистрировались на сайте, и используйте эту возможность. Go ahead, sir. So here's what I'm hoping our leaders will do. Our leaders will challenge, just as I'm challenging you, to go find 10 people and register them. If you register 1 person per day for the next 10 days, you have a great opportunity. I would try and get the 10 as soon as possible. I would try and register 10 in day 1.
And what I'm asking, what I'm inviting, what I'm challenging leaders to do is maybe give some type of gift card. Anybody on your team that registers 10 people, give them some recognition. And then whoever gets the next 10, give them recognition. Let's figure out a way to do what we did in the very beginning, which is just getting people to register at our referral link, to look at the back office. We now have 11 courses. We had 6 when the pandemic started. We've now almost doubled the number of courses. Invite people to take a course and tell you what they think. But let's create some type of recognition, Kaz. Let's create a contest. It doesn't have to be a gift card. It has to be something where you just recognize the first to get 10 and the next to get 10. If you can do 10 registrations in the next 10 days, your business will grow. That I promise you. Итак, Майкл рекомендует вам следующую стратегию. Значит, осталось 10 дней до конца месяца, и если вы будете регистрировать по одному человеку в день, то вы сможете до конца месяца зарегистрировать 10 человек. Конечно же, Майкл рекомендует вам зарегистрировать как можно больше человек. Если вы можете это сделать, вы можете зарегистрировать 10 человек в первый же день, то, конечно же, сделайте это. И следующая рекомендация, вот все вы являетесь партнерами, у всех у вас есть команды, сделайте конкурс в своей команде, устройте вот такой вот конкурс, когда член вашей команды регистрирует 10 человек, отметьте его во время вебинара, отметьте его во время какой-то коуч-сессии, позвоните ему, поздравьте его, подарите, сделайте ему какой-то подарок, подарочный сертификат, либо какой-то другой подарок. Но самое главное – это отметить этого и поздравить этого человека, который сделал 10 регистраций до конца месяца. Вот такой вот небольшой вызов делает Майкл вам. Давайте мы это сделаем, и в конце месяца мы поделимся результатами. Go ahead, sir. Yeah. Okay. And so with that, Kaz, I'm going to say спасибо большое, спасибо всем. Thank you, everybody. Great seeing you. Kaz, I have another call here at 12 o'clock. Please thank the team. And I look forward to following up with you next week, okay? Thank you, everyone. Пока-пока. Bye-bye. Bye-bye. До свидания. Ciao. Да, итак, Майкл с нами прощается. Дело в том, что у него, как обычно, встреча за встречей. Вот, поэтому он поблагодарил всех вас за сегодняшний вебинар. Кстати, дайте я посмотрю, сколько человек сегодня присутствовало. Сегодня, да, более 1000 человек было на звонке. Всем спасибо. И я надеюсь, что сегодняшняя презентация была для вас полезна. Слайды я сейчас... Так, сейчас давайте я включу кнопку скачивания. Так, смотрим под презентацию. В нижнем правом углу появится кнопка «Загрузить». Запись вебинара будет у нас в личном кабинете через 2-3 дня. К сожалению, я забыл включить вовремя запись, поэтому к сожалению, мы увидим только 40 минут вебинара вместо 50, да, или 55. Но в любом случае мы уловили всю главную информацию сегодняшнего вебинара, поэтому ищем сегодняшний вебинар в своем бэк-офисе через 2-3 дня. Загружаем презентацию, презентацию, делимся с ней. Давайте устроим этот конкурс и поделимся результатами уже, наверное, в первых числах июля по количеству регистраций. И далее мы уже посмотрим конверсию, и я поделюсь с вами статистикой по поводу этих регистраций. Рекомендуйте, значит, своей команде. Во-первых, вы сами должны пройти эти самые курсы, о которых говорил Майкл. Они очень интересные, познавательные. Вот, пройдите сами, рекомендуйте своим сделать то же самое своей команде, членам своей команды, своим партнерам. И давайте сделаем этот самый вызов, и каждый из вас должен сделать 10 регистраций до конца месяца. Так, давайте я посмотрю, что у нас за вопросы. Мерси. Так,
Казбек, я обратился к вам по поводу возврата круизных денег. Да, коллеги, когда я провожу презентации и одновременно перевожу для Майкла, я, к сожалению, ваши вопросы не читаю. Поэтому сколько у нас? Так, у нас уже 10 часов в Алмате. Давайте мы сделаем так. Вы отправляете свои вопросы вашим топ-лидерам, и они эти вопросы решают их либо через VIP-поддержку, либо передают их мне. Поэтому, наверное, возвращаться наверх я не буду. Тем более, если у вас есть какие-то вопросы личного характера, то лучше